Всем привет, дорогие друзья! После выпуска про дорожные мотоциклы с двигателями V-Twin от круизеров я решил вспомнить и обратную схему, то есть все круизеры, которые получили двигатели от спортбайков и спорттуристов. А это, естественно, уже интересные для класса 4 цилиндра. Тем более, что есть производители, которые выпускают такую смесь и сейчас. А если я кого-то упустил, то обязательно напишите в комментариях. Начнем, конечно же, с первопроходцев. Вообще, первой компанией, которая решила удивить мотообщественность, стала, естественно, Honda. Она выпустила в 1982 году знаменитый круизер Honda Magna 750. Однако для нее V-образная четверка была специально разработана, а потом уже досталась спорттуристу Honda VFR 750. Поэтому эту серию мотоциклов мы не берем. Следующей компанией, кто решил удивить, стала Kawasaki, которая в 1985 году выпустила свой круизер Dragster с изюминкой Kawasaki ZL900 Eliminator. Однако они не стали ничего мудрить и разрабатывать, а просто взяли двигатель от легендарного спортивного мотоцикла тех лет Kawasaki GPZ900R, который на тот момент считался самым быстрым в мире. Его рядная 908-кубовая четверка выдает 115 лошадиных сил и 85 ньютон-метров крутящего момента. Двигатель, естественно, был перенастроен для повышения крутящего момента на низких и средних оборотах. Мощность снизилась до 105 лошадиных сил, а крутящий момент остался прежним — 85 ньютон-метров. От 0 до сотни мотоцикл разгонялся около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Снаряженная масса 258 кг. Бак вмещает 11 литров топлива. Однако из-за малого спроса модель была снята с производства уже в 1986 году. Однако из-за запрета на производство для внутреннего японского рынка мотоциклов с двигателями свыше 750 кубических сантиметров объема, в этом же 1985 году появилась спецверсия Kawasaki ZL750 Eliminator. В этом варианте круизер получил двигатель уже от спорттуриста Kawasaki GPZ750R. В оригинале рядная 738-кубовая четверка выдавала 92 лошадиные силы и 70 ньютон-метров крутящего момента. Перенастроенная версия для круизера имела максимально разрешенные для Японии 77 лошадиных сил и 66 ньютон-метров крутящего момента. Так же, как и старшая версия, Eliminator 750 просуществовал недолго и уже в конце 1985-го был снят с производства. В 1986 году неожиданно и Yamaha выкатила нечто подобное — модель Yamaha FZX 750 Phaser, которую тут же окрестили младшим братом VMAX. Имея схожую внешность, этот пауэр-крузер оснащался не V-образной, а рядной четверкой. 749-кубовый двигатель достался круизеру от спортивного мотоцикла тех лет FZ750, который в оригинале максимально выдавал 110 лошадиных сил и 81 ньютон-метр крутящего момента. Этот же двигатель ставился и на спортбайк Yamaha FZR 750. В версии для круизера мощность составила 96 лошадиных сил и 76 ньютон-метров крутящего момента. Японская версия выдавала опять-таки максимально разрешенные 77 лошадиных сил. Разгон от 0 до сотни занимает около 4 секунд, максимальная скорость 220 км в час, снаряженная масса 226 кг, бак вмещает 13 литров, средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. В отличие от Eliminator, FZX 750 пришелся по вкусу покупателям и поэтому производился вплоть до 2000 года.
Дольше, чем предыдущие две модели, на конвейере от Kawasaki продержалась самая младшая версия круизера ZL400 Eliminator, которая появилась в продаже в этом же 1986 году. За основу модели был взят рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 398 кубических сантиметров от спортбайка Kawasaki GPZ400R, который под пластиком выдавал 59 лошадиных сил и 35 ньютон-метров крутящего момента. Попав в раму круизера, он стал выдавать 54 лошадиные силы и 33 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе под 200 кг от 0 до сотни мотоцикл разгонялся около 5 секунд, максимальная скорость 180 км в час. Круизер был снят с производства в 1995 году. Однако самым долгожителем из всей серии Eliminator оказалась экспортная версия Kawasaki ZL650 Eliminator для Европы и Америки, которая выпускалась параллельно с 400 и имела одну с ней базу, однако производилась до 1997 года. Здесь донором, который поделился своим сердцем, стал спортбайк Kawasaki GPZ600R. Его рядная 592-кубовая четверка выдавала 75 лошадиных сил и 52 ньютон-метра крутящего момента. В перенастроенном варианте для круизера эта силовая установка практически ничего не потеряла, мощность составила 74 лошадиные силы, а крутящий момент и вовсе повысился до 55 ньютон-метров. При сниженной массе в 213 кг от 0 до сотни круизер разгонялся за 3,8 секунды, максимальная скорость 200 км в час. Средний расход заявлен как 5,7 литра на 100 км. Бак вмещает 13 литров топлива. В 1987 году компания Kawasaki выпустила свою флагманскую версию Kawasaki ZL1000 Eliminator, который сменил собой ZL900. Сердцем этого пауэр-крузера является рядная 998-кубовая четверка, которая ставилась на две модели: спорт-турист Kawasaki GTR 1000 и спортивную модель Kawasaki GPZ 1000RX. Последний вариант имел самую высокую мощность 125 лошадиных сил и 101 ньютон-метр крутящего момента, которые в версии круизера и спорт-туриста превратились в 110 лошадиных сил и 91 ньютон-метр. Несмотря на снаряженную массу в 270 кг и кардан, от 0 до сотни пауэр-крузер разгонялся около 4 секунд, максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров. Однако из-за низкого спроса мотоцикл покинул конвейер уже в 1988 году. Вот мы и добрались до двух новых четырехцилиндровых круизеров. Начнем с китайского пауэр-круизера Benda LFC 700, который при своем первом появлении заставил обратить на себя внимание. Этот мотоцикл копирует стиль Дьявола от Ducati, который дополняется широким 310 мм задним колесом. Сердцем круизера стала полная копия двигателя Naked Honda CB650F и спорт-туриста Honda CBR 650F. Их рядная 649-кубовая четверка в оригинале выдает 89 лошадиных сил и 64 ньютон-метра крутящего момента. В
В китайском исполнении двигатель немного подрос в объеме до 676 кубических сантиметров за счет увеличения хода поршня на 2 мм до 48 мм. Диаметр цилиндра остался, как у японцев, 67 мм. Этим китайцы подняли мощность до 93 лошадиных сил. Однако крутящий момент снизился до 63 ньютон-метров. При этом мотоцикл имеет полностью легкосплавное шасси. Благодаря этому сухой вес всего 215 кг. Бак вмещает 20 литров. Цена в Китае от $7000. Это примерно 650 тысяч рублей. А у нас за него просят 1 миллион рублей. Ну и заканчивает выпуск самый производительный на сегодняшний день итальянский пауэр-крузер Ducati Diavel V4. Это звание он заработал благодаря переработанному двигателю V4, который крузер получил от самого большого спортбайка компании Panigale V4. В оригинале силовая установка имеет 1103 кубических сантиметра и выдает 215 лошадиных сил и 124 ньютон-метра крутящего момента. Для крузера используется версия этого двигателя, которая впервые появилась на мультистраде V4. Объем был увеличен до 1158 кубических сантиметров. Привод клапанов стал традиционным пружинным. В этом варианте силовая установка выдает 168 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента, благодаря чему от 0 до сотни Diavel V4 разгоняется по-спортбайковски за 2,8 секунды. В сухом состоянии мотоцикл весит 223 килограмма. Бак вмещает 20 литров топлива. Средний заявленный расход 6,4 литра на 100 километров. Официальная минимальная цена в Италии 26 400 евро или 2 650 000 рублей. У нас это будет полноценная пятерка.